Кто-нибудь когда-нибудь был на вулкане? Если да, то это очень круто. А если кто еще не был, то сегодня мы совершим небольшой хайкинг по спящему японскому вулкану Усу и спустимся к кратеру. Горы Усу и Сёва-Синдзан являются основным туристическим местом в национальном парке Сикоцу-Тоя. За последние 100 лет извержения вулкана Усу были зафиксированы в 1910 году, в 1944 и 1945 годах, 7 августа 1977 года и последнее сильное извержение было 31 марта 2000 года. Высота вулкана Усу составляет 733 метра. В настоящее время он считается слабоактивным. Инфоцентр вулканической деревни, расположенный у подножия горы, включает в себя целую сеть мини-маркетов, сувенирных лавок, кафе и даже ресторана, где можно попробовать хоккайдский сливочный рамен по-вулканически. Также в инфоцентре есть небольшой музей, в котором можно узнать много интересного о вулканах и геологии, в котором есть даже, на минуточку, сейсмическая комната симуляции извержения, зайдя в которую ты сможешь почувствовать себя просто как в жерле вулкана. Как я уже упоминала, озеро Тоя, вулканы Усу и Сёва-Синдзан имеют статус геопарка ЮНЕСКО и входят в состав большого национального парка Сикоцу-Тоя. Суперсовременная канатная дорога на горе Усу поднимает посетителей на основную обзорную площадку, с высоты которой открываются шикарнейшие виды с яркими контрастами красного камня горы Сёва-Синдзан, синего неба и сияющего голубого озера Тоя на горизонтах Тихого океана. Панорама сделала, пожалуйста. Какая инфраструктура, ты посмотри, терраса. Наряду с красивыми пейзажами на обзорной площадке имеется прекрасное кафе, которое предлагает посетителям насладиться вкуснейшим освежающим мороженым, произведенным из оригинального молока Хоккайдо, которое стоит 300 йен. И, собственно, с точки вершины горы Усу до обсерватории кратерного поля Сотоваяма пролегает основной туристический трекинг-маршрут длиной в 1 километр 100 метров, который по времени займет приблизительно 2 часа туда и обратно, включая подъем на канатной дороге, где спуск и, на минуточку, особенно подъем по лестнице в 600 ступенек оставит самые незабываемые впечатления. Инфраструктура есть. Везде проложены дорожки аккуратно. Идти легко пока еще. Гора Усу стоит около озера уже 20 тысяч лет, а сравнительно небольшой вулкан Сёва-Синдзан, образовавшийся посреди фермерского пшеничного поля в 1943 году, успел обзавестись красивым красным лавовым куполом всего за 2 года извержений, которые, кстати, происходили именно в военный период. Какая красота! В это нелегкое военное время, в разгар нехватки еды и различных материалов, местный 22-летний почтмейстер из поселка Собэцу Масао Мимацу был зачарован вулканом и стал фиксировать процесс формирования горы.
В период с 1944 по 1945 год господин Масао ежедневно записывал измерения и чертил на бумаге схемы поднимающегося вулкана. Иногда он так увлекался наблюдением и записями, что забывал спать и есть. Но несмотря на его статус любителя, когда он представил свои данные и зарисовки на Всемирной конференции по вулканам в Осло в 1948 году, его работа получила высокую оценку профессиональных вулканологов. Диаграмма Мимацу, так обозначили работу господина Масао, получила первую культурную премию Хоккайдо. На саму гору ты можешь попасть только через канатную дорогу. Стоимость билетов на взрослого 1800, на ребенка 900. Поэтому нам пришлось покупать билеты, подняться на гору на канатной дороге, на ропвее. И потом уже только отсюда вот проложен маршрут, по которому можно посмотреть гору. Ну, вообще, конечно, впечатление такое волнующее, скажем так. Это такой массив горы, конечно. Какая красота! Кстати, очень страшно. Вулкан действующий, но он считается сейчас малоактивный. Спустимся в кратер Гинума. До сих пор эта земля, уже переданная потомкам, по-прежнему является частной, потому что история гласит, что в 1946 году, чтобы более тщательно изучить вулкан, все тот же самый почтмейстер Масао Мимацу выкупил землю на все свои сбережения и стал владельцем вулкана. А сегодня мемориальный зал и памятник, воздвигнутые в честь простого почтальона, которые расположены прямо у подножия горы Усу, являются гордостью Хоккайдо. На данный момент вулканы Усу и Сёва-Синьцзян, извержения которых фиксируют каждые 30-50 лет, по-прежнему остаются одним из двух самых активных вулканов Японии. Вот такие вот ступеньки. Идти удобно. Идешь и смотришь на красоты. Потрясающий вид. Боже мой, какая красота! Какая красота! Это надо видеть. Даже камера не передаст эту красоту. Сейчас мы перешли к более крутой лестнице. Вот она, эта лестница. Это прям какой-то... лестница для тех, кто любит острые ощущения. Прям вниз туда с обрыва, господи. Кто-то кепочку потерял. Думаю, что за ней уже никто по этой лестнице возвращаться не будет. Она тут и будет лежать, пока вулкан не взорвется еще раз. Больше всего удивляет то, что инфраструктура выложена не какими-то там бетонными такими плитами, а выложена деревянной лестницей. Вот.
все, что есть металлическое, оно вот, это крепление. Металлические крепления и гвоздики, вбитые в пол. По бокам гвоздики. И здесь гвоздики. Это все, что есть металлическое. Сама лестница деревянная, и на каждом столбе есть вот такие вот надрезы. Я не знаю, что это за надрезы, может быть, это какие-то крепления, но они есть. То есть, если вулкан рванет еще раз, лестница просто сгорит, и все. Ну, тут же вот деревянный заборчик такой идет, ограждение. Против обвала, я так думаю. Ничего бетонного нет. Все деревянное. Ничего. Так, мы спустились. Пожалуйста. Уже мы спустились с этой крутой лестницы. И пойдем сейчас вот по такой дорожке. Если честно, после такого спуска, знаешь, коленки трясутся. Вроде и не поднимался, а только спустился. Но спуск крутой даже и здесь. Вот, то есть дорожка, вот она выложена тоже такими вот колышками. И колышки соединены веревочками. Еще одна лестница, которая уже ведет вверх. Опять же, все деревянное, все деревянное. Только вот здесь вот болты железные. Тут веревка. Как все аккуратно сделано. Даже бревна мы просто проволокой перемотаны, и все. Вот такой, как плинтус. Боже мой. Как бы подняться по этой лестнице? Она ведет в небо. Она очень продуманно сделана. Сначала идет как вроде крутой спуск, а потом по плоскости проложены вот такие ступеньки, чтобы можно было пройти и отдохнуть несколько метров. Вот сейчас мы отдохнули, и опять ступеньки резко ведут наверх. Фу. Ого-го-го. Фу. О, нифига себе. Я, наверное, буду весить скоро 40 килограмм. Вот это крутота. Вроде как обычная лесенка, но тут ногу надо задирать очень высоко. Кто проломил ступеньку? Тут прям ходьба с препятствиями. Вот. Теперь мы выбрались на обыкновенную такую дорожку.
здесь можно отдохнуть. Здесь можно идти, отдыхать, отдышаться. Но вообще очень полезно. Очень полезно вот так вот заниматься хайкингом. Тем более с такой отличной инфраструктурой. Очень, кстати, продуманной инфраструктурой. Маршрут очень продуманный. Японцы молодцы. Ой, какой красивый вид. Летает вертолет. То есть с одной стороны ты любуешься на кратер, а с другой стороны на остров Хоккайдо. Действительно вулкан действующий. Сколько много стрекозок и бабочек. Вот здесь такой маршрут, похожий на деревенскую какую-то тропинку европейскую. Ты идешь, даже не заморачиваешься, ни о чем не думаешь. Но когда ты заглянешь вот сюда, ты понимаешь, что ты возле кратера находишься. Так, мы подходим к перевалу, беседочки с домиком, с туалетом, наверное. Вот это почти мы прошли четверть пути. И вот вам перевалочный пункт. Туалет и беседка. Фу, отдохнем. Все опять же только из дерева. Здесь же вот туалет, перевалочный пункт и обзорная площадка. Пожалуйста, вот отсюда можно сделать такую красивую фотографию. Вот была бы хорошая погода, а? Вот все портит вот эта туманность. Вулкан дымится. Ага. Здесь, конечно, подниматься прямо в горку. Соня, не отставай. А туда дальше еще хлеще. Но у нас будут трястись. У нас будут трястись ноги. Фух. О, тут прямо. А я не знаю, вот эта дорога куда в бок идет.
наверное, наверху какая-то обзорная площадка. О, какая живность. Это Месу или Осу? Месу, а точно без рогов, да? Здесь уже свободно идешь. Уже не надо в горку идти. Сейчас мы будем идти и отдыхать. Уже в горку поднялись. Красота какая. Фу. Еще один пункт перевалочный. Такой же. Вертолет, конечно, летает. Тут, я не знаю, каждые 15 минут обозревает. О, а там еще вон дорога есть. А, нет. Тут никакой дорожки нету. Такое крыло, от которого можно, с которого можно посмотреть, как дымит вулкан. Да, вот здесь вот более хороший обзор. Здесь еще и чувствуется, кстати, прям такой запах. Запах, конечно, очень такой специфический. Такая вот площадка обзорная. Пошлите. А то мы в деревню не успеем. Туда. Вулкана. Юми. Так, подожди, а там написано было вот это кратерное озеро. Это вот это озеро и есть, что ли? Там что, если там далеко идти, то возвращаемся. А если недалеко идти, то пройдем. А вот, все, мы пришли до конца вот этого маршрута. Здесь уже тупик. Вот эта обзорная площадка и все. На этом маршрут заканчивается. Пошлите в деревню тогда. Спускаться было гораздо веселее. Подниматься партизанский отряд растянулся на могущих и немогущих. И все на всемогущих. На этом наш трекинг-маршрут по вулкану закончился. Обратные 600 ступенек, про которые я упоминала в начале видео, оказались уж слишком суровыми. У нас не осталось сил не то что на съемку, а даже на разговоры. Но все равно это было интересно и познавательно. Всем приезжим на Хоккайдо рекомендую посетить вулканическую деревню и, конечно же, кто без маленьких детей, встать на трекинг-маршрут, но только в соответствующей обуви и желательно с 2 бутылочками воды, если это будет жаркая погода. И, кстати, проще всего доехать до гор Усу и Сёва-Синьцзян будет все же на автомобиле. От города Саппоро это займет 2 часа, а если выдвинуться прямо с аэропорта Нью-Читосе, то за 1,5.